Моя Инесс Астер. Веду ее как шраб. Буду обрезать. Хорошая роза. Не плетистая ни к чему. Прям посередине получается клумбы. За ней у меня туечки растут. Наконец-то солнце. Если сегодня целый день так будет, завтра можно будет выходить работать. Не успела я здесь вот дорожку почистить. Да много чего еще не успела. После сегодняшнего небольшого морозца что-то еще цветет. Мишель Дрюкер, кажется. Ноябрь, конец. Что-то цветет. Хорошо только газону. Газон не успела покосить перед ливнями. Больше 2 недель мы не видели солнца. Смотрите, у меня цветет лаванда. Девчонки, кто купил лаванду, прошу прощения, я в этом году просто некоторым забыла положить лаванду, потому что розы у нас на поле, а лаванда у меня дома в этом ажиотаже. Но у меня все равно самые лучшие заказчики, все отнеслись с пониманием. Спасибо вам большое. Что вот где был шалфей, как вы видите, просто голо и некрасиво. Шалфей буду убирать, рассредоточивать, и будет полностью бордюр из лаванды. Такая красота. Это Диккенза Блю сорт. Вот так вот. Инжир. Не успела вообще убирать вот эту всю поросль. Хочу сформировать здесь тоже 2 больших зонта. Так же, как и у меня на той стороне двора впереди. Огромный зонт из инжира. Плющики мои подрастают. В этом году пошли в рост. Пироканта, посмотрите. Какая красота. Плющики хочу, чтобы завили всю эту сетку, и у меня будет стена. Хорошие у меня соседи, но все равно хочется уединения. В саду, конечно, не хватает арок, не хватает малых архитектурных форм. Сад без архитектуры, ну, это не сад. Всегда чего-то не хватает. Здесь 2 можжевельника скальных, между ними будет арка. У меня будет зеленая арка. Здесь тоже лаванда. Более темный цвет. Вот такие метелки. Красота. Здесь у меня будет круглая беседка между 2 плетистыми. Лавандовый букет. И это Виленшпиль. Но я подсадила сзади к ней какую-то мелкоцветковую, какой-то рамблер, уже не помню. Виленшпиль очень нравится своими цветами, такой старинной формы и своим здоровьем. Смотрите, какой чистый лист. Очень чистый лист. Ну, вообще, после лета сильно заболели розы, но, опять же, я их не обрабатывала. И сейчас смотрю, в принципе, нормально пошли, на удивление. Все, что заболело, обсыпалось. Везде у меня плющик. Везде по сетке плющик и клематисы. Грибы. Вырос на газоне гриб. Надо же. И, по-моему, даже не поганка. 2 недели дождей. Да, и он не один. Грибы на газоне. Такого еще не было. В общем, такие вот дела. Как хорошо, когда солнышко светит. Как хорошо. Надо еще сажать. Это у меня в горшках. Клумбы переделываю. Я, как и все. Манора. Флорибундочка. 2 метра.
2 метра. Красотка. Колючая, но цветет классно. И вообще она в плетистой форме будет просто идеально. Смотрите, вот я обрезала макушку, она опустила боковушки, потом отцвела. Отцвела. Я обрезала цветонос. И она пустила еще один побег. И он вырос сантиметров 50. То есть она вполне на одном побеге, так же как и плетистые, их можно вести 3-4 года. Ну, на 5-й год желательно, конечно, обновлять побеги у всех плетистых роз. Поэтому вполне флорибунда. Видите, какие толстенькие у нее побеги, вот боковушки. Смотрите, такой толстый, хороший побег. Значит, он даст из спящих почек такой же толстенький, хороший, продуктивный побег с цветоносом. В общем, Манора, она хоть и флорибунда, но вполне как мини-плетистая. Да, не как мини, 2 метра. Нормально. Не лысеет, как вы видите. Я не обрабатывала розы, начиная с июля. Вообще ни разу ничем. Я не хвастаюсь, просто так получилось. У нас не прекращается ветер. Оборвало все веревки. Это Пьер де Рансар. Ветер сумасшедший. Мы 2 дня сидели без снега. Попадали кашпо, поразбивались. Повырывала опоры мои. Это Инесс Астер. Дожди почти 3 недели уже. Ничего не успеваю, ничего не сделала. Начала посадки и все остановилось. Вот газон только растет и радуется. То покосить бы его, конечно. Опять дождь и ветер. Ветер не прекращается.